этом видео я расскажу, как за 5 дней посетить 60 достопримечательностей Барселоны за 85 евро с учетом посещения парка аттракционов Порт-Авентура. Вы узнаете, как самостоятельно и бесплатно добраться до парка аттракционов, как посетить парк Güell за минимальные деньги и без очередей, как доехать до горы Тибидаба, где расположен храм Святого Сердца, а также горы Монжуик с ее крепостью и другими многочисленными достопримечательностями. Вы также узнаете, как доехать до Камп Ноу, увидите главные улицы Рампла, кафедральный собор с готическим кварталом, храм Святого Семейства, площадь Испании, парк Ситаделя и многое другое. Вы получите удобные маршруты со всеми главными достопримечательностями Барселоны, а также я расскажу про особенности и какие есть нюансы общественного транспорта, как внутри Барселоны, так и за ее пределами. Как доехать до Барселоны из пригорода и разных курортных городов, в частности Калельи. Вы узнаете про бесплатный проезд в Барселону, как им воспользоваться и приобрести нужную карту, а также про все виды проездных билетов и транспорта в целом. И, конечно же, я дам обзор недорогих кафе, где можно бюджетно покушать, а где недорого попробовать сангрию, знаменитый напиток Испании на основе вина с добавлением фруктов. А также покажу, где в Барселоне расположены питьевые краники и бесплатные общественные туалеты, чтобы ваш отдых в Барселоне был максимально комфортным и бюджетным. Вы получите полный обзор Барселоны и ее общественного транспорта и сможете легко ориентироваться в городе. А также увидите самые красивые места и здания Барселоны с их неповторимой архитектурой, в особенности творения архитектора Гауди. Я расскажу, как легко их найти и не заблудиться, и дам несколько важных советов, чтобы ваше путешествие в Испанию стало легким и максимально продуктивным без проблем и сложностей. Мы остановились в отеле «Маритим» 4 звезды. Он расположен в городе Калелья в 56 километрах от Барселоны. У него удачное расположение, поскольку рядом имеется автобусная остановка и железнодорожная станция, где на электричке за час можно доехать до Барселоны, но об этом я расскажу чуть позже. Море находится в 150 метрах ходьбы от отеля. Пляж очень чистый, песок состоит из очень мелких камешек, в результате чего легко чистить ноги и нет никакой пыли и налета, что очень комфортно. На береговой линии есть бесплатный туалет. Что касается отеля, он также нам очень понравился, как едой, завтраками и ужинами, так и своей территорией. На крыше отеля имеется несколько джакузи и зона для загара и отдыха. Вид с крыши открывается потрясающий. В Калелье мы отдыхаем уже 2-й раз. Нам очень нравится этот городок. Здесь есть супермаркеты, а по вечерам очень приятно прогуляться по главной улице города. Вообще Калелья считается семейным курортом. И, кстати, здесь имеется очень много интересных магазинчиков с качественной и недорогой одеждой и сувенирами, которые стоят дешевле, чем в той же Барселоне. Но об этом я расскажу в своем обзоре о покупках. К слову о чистоте. Здесь весь город практически в плитке. И как таковой пыли вообще нет. Более того, по утрам мы часто наблюдали картину, как каждый моет плитку на улице с мыльным раствором возле своего магазина. Также стоит обратить внимание, что на многих светофорах имеется кнопка, при нажатии которой через время загорается зеленый свет, поскольку стоять будете очень долго, если ее не нажать. И еще один важный момент. Поскольку здесь проходит железная дорога почти возле моря, чтобы попасть на пляж, нужно пройти через переход. Этих переходов в Калелье не так много, благо наш отель находился как раз в 100-150 метрах с обоих сторон от переходов. Поэтому при выборе гостиницы учитывайте этот момент. Это касается не только Калельи, а всех городков, которые расположены подряд друг за другом вдоль береговой линии до Барселоны. Их там немало. Из Калельи до Барселоны добраться можно как на автобусе, так и на электричке. Удобнее всего использовать именно электричку, поскольку в самой Барселоне часто можно встретить пробки, и выбирая автобус, вы будете ехать намного дольше. К тому же интервал движения автобусов намного реже, чем электричек. Поэтому оптимальным вариантом является скоростной поезд, который за час вас довезет до Барселоны. От железнодорожной станции Калелья, которая расположена в 1 километре от нашего отеля «Маритим», проходят пригородные поезда компании Renfe, линия R1 и RJ1. На карте это синяя и голубая линии маршрута. Именно они нам и нужны для того, чтобы добраться до Барселоны. Как вы видите по карте, есть разные маршруты линий пригородных поездов Родалия де Каталония, которые обслуживает компания Renfe. Всего их 18, и каждая ветка имеет свой цвет и номер, начиная с голубой R1 и заканчивая оранжевой R17. Железнодорожная сеть разделена на 6 зон, по которым курсируют эти пригородные электрички. Опять же на карте эти зоны обозначены.
Цена проезда в электричках зависит от зоны, в которой расположен ваш город. К примеру, город Калелья, где и находится наш отель, расположен в 5-й зоне. Соответственно, цена одноразового билета до Барселоны составит 5 евро 50 центов в одну сторону, как показано на официальном сайте перевозчика. Выделяют также проездной на 10 поездок. Для 5-й зоны цена составит 38 евро и 20 центов вместо 55 евро, если покупать 10 одноразовых билетов, которые потребовались бы для 5 поездок в Барселону туда и обратно. То есть экономия почти в 12 евро. Однако, поскольку власти Испании сделали бесплатный проезд в пригородных поездах сети Renfe до конца 2023 года, как для иностранцев, так и для всех жителей своей страны, то в данном случае, чтобы воспользоваться этой льготой, необходимо купить карту Abono Recurrente, которая позволяет из пригорода бесплатно добираться до Барселоны. Она стоит 10 евро. Если вы по ней отъездите в течение 3 месяцев 16 поездок, то эти 10 евро вам вернутся обратно на карту, если вы покупали ее при помощи MasterCard, либо же их можно будет вернуть на кассе по предъявлению проездного и паспорта. Если же будет совершено менее 16 поездок в течение этого срока, то эти деньги не возвращаются. Но если учесть, что проезд от той же Калельи до Барселоны и обратно стоит 11 евро, то эти деньги в любом случае окупаются. А кто планирует каждый день ездить в Барселону, сможет с помощью этой карты уже делать это бесплатно. Кстати, это уже 2-й раз власти продлили этот бесплатный проезд в поездах, поэтому возможно будет очередное продление и после 2023 года. Их цель – борьба с инфляцией и загрязнением окружающей среды. Таким образом, они стимулируют использование общественного транспорта, чтобы сократить вредные выбросы от автомобилей, улучшая тем самым экологию. Так что следите за новостями после 2023 года. Возвращаясь к нашему проезду, данную карту Bono, позволяющую бесплатно ездить в Барселону, можно купить как в автомате, так и в кассе на станции железной дороги. Удобнее всего это сделать в автомате, который имеет оранжевый цвет с надписью Renfe и логотипом R в оранжевом квадратике. К тому же они расположены на каждой железнодорожной станции. Чтобы самостоятельно ее купить, нужно дотронуться до экрана и выбрать графу «Абонамент Gratuit Rodalia», после чего в пустой графе ввести номер вашего загранпаспорта. Дальше нажимаете «Конфирмар» и в пустой графе вводите свой номер мобильного телефона вашей страны, к примеру 067 и так далее. Дальше снова нажимаете «Конфирмар» и вам высвечивается ваша карта с ценой, которая распространяется на 6 зон Барселоны, после чего вносите оплату либо наличными, либо картой. Лично мы оплачивали украинской картой MasterCard. И дальше забираете свою проездную карту в нижнем отсеке. Данная карта действует только на одного человека, то есть одновременно ею воспользоваться сразу 2 людям не получится, поэтому на каждого человека придется покупать на свой паспорт отдельную карту. Если же ездить в Барселону по очереди, в принципе ее можно было бы передать другому, но не забывайте, что контролеры могут проверять проездные билеты, и данная карта все же покупается на определенного человека, так что можно получить за это штраф при проверке. Также в этих автоматах помимо данной карты можно купить и одноразовый билет и билеты в другие города Испании, указав при этом данные направления. На любой станции, помимо автоматов и кассы, вы увидите экран с расписанием поездов, их номер, конечное направление и время, через которое они придут на станцию. Как я уже ранее говорила, через данную станцию Калелья проходят поезда R1 и RJ1, которые и привезут вас в Барселону. Поэтому здесь запутаться сложно. Сев в любой из них, вы в любом случае доедете до Барселоны. Другие поезда здесь не проходят. Отсюда не стоит обращать внимание, какая конечная станция пишется у поезда, поскольку не всегда на нем будет надпись «Барселона». На поезде R1 конечная станция Molins de Rey, а на поезде RJ1 конечная станция Hospitalet de Llobregat, что и пишется на табло в расписании или на самом поезде. Однако оба эти поезда делают несколько остановок в Барселоне, основные из которых это площадь Каталония, с которой у многих туристов и начинается знакомство с Барселоной, или Барселона-Санс, главный железнодорожный вокзал Барселоны, откуда можно поехать как в Мадрид, так и в парк развлечений Порт-Авентура. Но об этом более подробно я расскажу чуть позже. Кстати, очень советую на официальном сайте железнодорожной компании предварительно смотреть расписание, в какое время идет поезд от нужной вам станции до Барселоны и обратно, чтобы не прийти на остановку и не ждать 15-20 минут. В особенности это касается обратной дороги, поскольку вечером интервал движения поездов в отдельное время может быть до получаса вместо 15 минут. Вообще, с обратной дорогой на электричке из Барселоны в Калелью есть свои нюансы и особенности.
особенности, которые могут немного запутать при незнании. О них я расскажу чуть позже. Часы работы электрички с 5 утра и до 11 вечера. Интервал движения примерно 15-20 минут. В разное время года расписание может немного меняться, поэтому обязательно смотрите его на официальном сайте, который указан ниже. Таким образом, купив данную карту, можно пройти через турникет, засунув ее предварительно в определенный отсек, после чего вы ее забираете, двери открываются и вы проходите на платформу. Далее вы снова видите экран с расписанием, когда придет поезд, и ждете свою электричку. Сев в поезд, вы также там увидите экран, где будут писаться, а также озвучиваться следующие станции, на которых поезд делает остановки, поэтому свою не проедете. Первое свое знакомство с Барселоной мы начали с площади Каталонии, где, собственно, и вышли из поезда. Данную площадь пересекает не только электричка, а также и метро, которые курсируют внутри Барселоны. И это, кстати, не единственная станция, где пересекаются как ветки метро, так и электрички, что можно увидеть на карте. И это очень удобно, поскольку сразу не выходя из станции, можно на метро добраться до нужных вам мест. Однако, чтобы воспользоваться метро, нужно купить уже другую карту для проезда. Ее можно купить как в красном автомате с логотипом ТМБ, который также есть на каждой станции метро, так и непосредственно в кассе. Теперь разберемся с общественным транспортом в Барселоне, который представлен как электричками, так и метрополитеном, автобусами, трамваями, фуникулером и канатной дорогой. Как по мне, удобнее всего пользоваться метро, поскольку оно исключает дорожные пробки и интервал движения поездов чуть ли не каждые 5 минут, и можно очень быстро добраться до нужных мест. Метрополитен Барселоны представлен 11 линиями, каждая из которых имеет свой номер и цвет. Но и тут не все так просто. Здесь метро обслуживает два разных оператора – ТМБ и ФХСА. ТМБ управляет 8 линиями – L1, L2, L3, L4, L5, L9, L10 и L11, а ФХСА – 3 линиями – L6, L7 и L8. И если вы будете покупать одноразовый билет для проезда в метро у компании ТМБ, то вы не сможете пересесть на ветку метро, которую обслуживает компания ФХСА. Для нее нужно будет покупать свой отдельный билет в другом автомате. Однако есть билеты, по которым можно ездить в метро у обоих операторов одновременно. Итак, перейдем к видам проездных билетов. Выделяют такие виды билетов. Первое. Одноразовый билет Сензил стоимостью 2 евро и 40 центов в пределах первой зоны, которая и охватывает весь центр Барселоны, поэтому для осмотра всех достопримечательностей другие зоны вам не понадобятся. Данный билет действует в течение 2 часов и распространяется на метро и автобусы оператора ТМБ и фуникулер Монжуик, кроме станции метро Аэропорт Т1 и Т2 на линии L9. Чтобы добраться до аэропорта, нужно покупать отдельный билет «Аэропорт» за 5 евро и 15 центов, который будет действовать только в метро. Следующим видом билета является Т-Касуаль на 10 поездок. Его цена в пределах первой зоны составляет 11 евро и 35 центов. Данный проездной позволяет использовать различный транспорт компаний ТМБ и ФХСА, то есть с ним можно ездить как на автобусах, так и на трамваях, поездах в пределах первой зоны, так и использовать метро обоих операторов. Более того, в течение 1 часа и 15 минут возможно делать до 3 пересадок на другой вид транспорта. К примеру, воспользоваться метро, после чего пересесть на фуникулер и дальше на автобус. Если эти пересадки успеть сделать в течение данного времени, то вам засчитается всего 1 поездка по этому билету. Это очень удобно, поскольку порой, чтобы добраться до определенных достопримечательностей, нужно использовать несколько видов транспорта. Дальше я покажу, где это можно использовать. Однако, если вы вышли из метро и потом хотите снова в него зайти, здесь уже будет считаться новая поездка. Так что учитывайте этот момент. Чтобы она не считалась новой, нужно менять станции метро в подземке, не выходя из нее. Если у вас планируется от 4 поездок, то можно смело покупать данный проездной, поскольку с ним одна поездка обходится в 1 евро с копейками. Данный проездной нельзя использовать сразу на 2 людей. Если вас 2 и вы планируете совершить до 4 поездок каждый, то в таком случае выгодно купить проездной Т-Фамильяр на 8 поездок, которые могут воспользоваться до 4 человек. Цена в пределах первой зоны составляет 10 евро. Также есть билет Т-Узуаль на месяц за 40 евро в пределах первой зоны. Цены для других зон представлены на официальном сайте, который указан ниже. Еще одним привлекательным для туристов проездным билетом является карта Холла Барселона на 48 часов, 72 часа, 96 и 120 часов.
Ее цена на 2 дня составляет 16 евро и 40 центов. Если ее покупать онлайн на официальном сайте, то можно даже сэкономить, и покупка обойдется в 14 евро и 76 центов. При такой покупке вам на почту будет отправлен ваучер с номером, который впоследствии нужно будет ввести в красном автомате с логотипом TME Bay на любой станции метро, в результате чего автомат выдаст вам эту карту. Она позволяет в течение выбранного времени использовать неограниченное количество раз все виды общественного транспорта Барселоны и будет полезна тем, кто приехал в Барселону всего на пару дней и хочет посетить как можно больше достопримечательностей за раз. Ее действие начинается после первой валидации поездки. Все эти карты можно купить на любой станции метро, либо в кассе, либо в красном автомате с логотипом TME Bay, который я ранее уже показывала. После их покупки, чтобы воспользоваться автобусом или метро, нужно приложить карту к считывающему устройству, а в метро нужно засунуть ее в определенный отсек, после чего она возвращается обратно и вы проходите через стеклянные двери. Выходя из станции метро, двери открываются сами, как только вы к ним подходите. Внутри самого метро разобраться несложно, нужно внимательно следить за указателями. На каждой станции есть схема метро, где показано, какие ветки пересекают данную станцию. Лично я советую для удобства скачать карту со всеми ветками метро на телефон, чтобы было удобно ориентироваться. Каждая станция метро обозначается буквой М в белом ромбе на красном квадрате и логотипом оператора TME Bay. Также на станции указаны номера тех веток метро, которые ее проходят. А если эту станцию метро пересекает железная дорога, то вы также увидите логотип компании Renfe и букву R в оранжевом квадрате с обозначением линий маршрутов поездов, которые проходят через эту станцию. Спуститься в метро можно как по лестнице, так и на лифте. А дальше нужно следить за указателями. Если вам нужен поезд, то вы следите за значком буквой R в оранжевом квадрате и идете в том направлении, куда показывает стрелка. Если же вам нужно метро, то вы идете в направлении, куда показывает стрелка со знаком метро, буква М в красно-белом квадрате. И в зависимости от того, какая ветка с номером метро вам нужна, вы идете также по указателям в том направлении, где указана ваша линия метро. После того, как вы пройдете в нужном направлении, дальше вам нужно будет посмотреть конечные остановки поезда вашей ветки метро и понять, в каком направлении вам нужно ехать, чтобы доехать до нужной вам станции. Опять же, указатели вам покажут, в каком направлении идти, чтобы дойти до нужной вам платформы. К примеру, если вы находитесь на станции Санс Эстасия и вам нужно ехать до остановки Саграда Фамилия, которая есть у синей ветки метро L5, то в этом случае нужное вам направление поезда и его конечная остановка – это Валь де Хеброн. И, соответственно, стоит идти направо. Так вы придете к нужной вам платформе. Если же вы пойдете налево, то выйдете к платформе, на которой поезд движется уже в обратном направлении со станции Санс Эстасия, в которой мы находимся, и едет до конечной остановки Корнелия Сентре. И, соответственно, остановки Саграда Фамилия в перечне вы не увидите. Также на данной станции Санс Эстасия, если пойти налево, то можно прийти к платформе с поездом зеленой ветки метро L3 с конечными остановками Зона Университария и Тринитат Нова. Идя по указателям, мы также дойдем до момента, где нужно будет выбирать одно из этих направлений поезда уже у зеленой ветки метро L3. И если нам нужна остановка Эспания, площадь Испании, то в таком случае нужно идти по стрелке вниз в направлении с конечной остановкой поезда Тринитат Нова. Если вдруг по ошибке вы пришли не на ту платформу, еще раз посмотрите на стене направление пути поезда и его конечную остановку, чтобы убедиться, что вы стоите на правильной платформе. Зеленым цветом в данном случае выделен путь из остановок, который поезд должен проехать со станции Санс Эстасия и завершить свой путь на конечной станции Тринитат Нова. Как мы видим, в этом пути есть нужная нам остановка Эспания, значит мы стоим на правильной платформе. Кстати, зеленая стрелочка внизу показывает, в какую сторону будет ехать поезд. Ну и, конечно, на самой платформе большими буквами на стене пишется название той станции, в которой мы сейчас находимся. И есть табло, где показывается, через сколько минут приедет поезд. А слово «сортида» означает «выход», так что, забегая наперед, чтобы выйти из метро, нужно следовать указателям с данным названием. Когда вы зайдете в поезд, над дверью будет показан путь из остановок, который поезд уже прошел, они светятся красным цветом, и тех, что поезду еще предстоит проехать. Когда вы будете подъезжать к нужной станции, она начинает мигать красным цветом, так что проехать ее будет весьма сложно, если следить за движением поезда.
Приехав на нужную вам станцию, как я уже ранее говорила, нужно идти по указателям с названием Сортида. Следуя им, вы легко сможете выйти из метро. Метро работает с воскресенья по четверг с 5 утра до 12 ночи, а в пятницу с 5 утра до 2 ночи. По субботам и в праздничные дни круглосуточно. Итак, как все же посетить 60 достопримечательностей Барселоны за 5 дней за 85 евро? Доехав от ЖД-станции Калелья до станции Площадь Каталония, первые достопримечательности, которые мы увидели в первый день, были Площадь Каталонии, Дворец каталонской музыки, Кафедральный собор, Музей Диосиса де Барселона, Готический квартал, Площадь Святого Иакова, Городской совет Барселоны, Дом правительства Каталонии, Санта-Мария-дель-Пи и рынок Бакерия. На площади Каталонии можно увидеть ярмарку, где продаются различные перекусы с напитками, а также здесь вы найдете бесплатные туалеты. Прогулявшись по площади и следуя навигатору Maps.me, можно дойти до Дворца каталонской музыки, который внесен в список наследия ЮНЕСКО как единственный в мире концертный зал с естественным освещением. Попасть в зал можно, купив билет на концерт на официальном сайте. К сожалению, во время нашего визита велась реставрация на фасаде здания, однако очень советую прогуляться по улочкам, которые расположены рядом. Здесь очень красивая территория вокруг и много интересной архитектуры. Дальше можно дойти до Кафедрального собора, расположенного в готическом квартале. Часы его работы каждый день с 8 утра и до 19:30 вечера, в субботу и воскресенье до 8 вечера. На официальном сайте можно купить билет, где вы сможете выбрать нужную дату и время для посещения собора. Обойдя его с правой стороны, вы увидите кружевной мост готического квартала. Пройдя его, вы попадаете на площадь Святого Иакова с городским советом и домом правительства Каталонии. Прогуливаясь дальше, можно дойти до готического собора Санта-Мария-дель-Пи, часы работы которого ежедневно с 9:30 утра и до часу дня и с 5 вечера и до полдевятого вечера. Чтобы попасть внутрь, можно купить билет за 8 евро на официальном сайте. Недалеко от собора находится рынок Бакерия. Он расположен возле главной улицы Барселоны Ла Рампла. Выйдя на данную улицу, можно встретить краник с питьевой водой, возле которого, кстати, расположены очень красивые здания с интересной архитектурой. Следуя вдоль улицы, вы попадете на рынок Бакерия, который считается хоть и не самым дешевым, но здесь есть много интересных продуктов, сладостей и перекусов. Также здесь можно попробовать устрицы за 3 евро или 3 штуки за 7 евро. Часы работы рынка с понедельника по субботу с 8 утра и до полдевятого вечера, воскресенье выходной. Прогулявшись по рынку и выйдя из него, вы снова попадаете на главную улицу Ла Рампла, по которой можно продолжить прогулку для осмотра следующих достопримечательностей, которые расположены по пути. Среди них театр Лисио, Королевская площадь, дворец Гуэля, памятник Колумбу, военное учреждение испанской армии, здание таможни и старинный порт Барселоны. Дворец Гуэль – это жилой дом в Барселоне, построенный архитектором Антони Гауди. Для его посещения можно купить билет на официальном сайте за 12 евро. Часы работы каждый день с 10 утра до 8 вечера. Понедельник – выходной. Возвращаясь снова на улицу Ла Рамбла, недалеко от памятника Колумбу расположен бесплатный туалет, где есть охранник и все удобства, которые не всегда найдешь даже в платном туалете некоторых стран. Прогуливаясь дальше главной улицей, вы будете встречать кафешки с обоих сторон, где можно попробовать сангрию. Однако цены здесь достаточно высокие – 20-25 евро за литр. Если же пройти чуть в глубинку, то можно уже найти сангрию за 14 евро за литр. Очень расхваливают бар L'Ovella Negra Ramblas. Говорят, там самые низкие цены для центра Барселоны, на выпивку и сангрию в том числе. Еще хвалили, что она там очень вкусная. У данного бара есть официальный сайт, он открывается с 5 вечера. Мы в него так и не попали, поскольку пришли, когда он был еще закрыт.
Сангрию мы попробовали в другом месте за 9,5 евро за литр. Дальше я покажу вам это кафе. Также на улице Рамбла можно попробовать мороженое за 2 евро 80 центов. Конечно, в Италии оно было вкуснее, но и цена там была вдвое выше. Прогулявшись по старому порту Барселоны, мы продолжили свой путь вдоль набережной. По пути нам встретились следующие достопримечательности. Командный центр испанской армии, красивое здание почты Департамента исследований и университетов, готическая церковь Санта-Мария-дель-Мар, музей Пикассо, парк Ситаделля, замок трех драконов, фонтан Большой каскад и Триумфальная арка. Следуя по бесплатному навигатору Maps.me, который работает без интернета, стоит включить лишь ваши геоданные. Вы придете к церкви Санта-Мария-дель-Мар, вход в которую также бесплатный. Недалеко от церкви расположен музей Пикассо. На официальном сайте вы можете посмотреть цены за входные билеты. Цена взрослого билета составляет почти 18 евро. Часы работы музея каждый день с 10 утра и до 9 вечера. Вообще, здесь можно встретить много красивых улочек, и прогуливаясь одной из них, вы дойдете до интересного дома «Одна стена», который по сути попадается по пути следования к парку Ситаделля, который работает летом с 10 утра до 8 вечера, весной до 19:00, а зимой до 17:00. У входа к парку первое, что вы увидите, это замок трех драконов. Здесь есть озеро, зона для отдыха с различными тропинками и аллеями, а также фонтан Каскада, который, к сожалению, не работал во время нашего последнего визита в Барселону, как и другие фонтаны города. Как нам сказали, это связано с засухой, и все фонтаны уже более полугода не работают для экономии воды. Кстати, возле фонтана расположен краник, где можно набрать воду. Дальше, выйдя из парка, можно за 10 минут дойти до Триумфальной арки, возле которой расположена одноименная станция метро и пригородных электричек, откуда мы сможем добраться обратно в Калелью. Здесь и завершился наш первый день прогулки по Барселоне. Отсюда, кстати, виднеется башня Акбар, которую мы посмотрели на следующий день поближе, но об этом чуть позже. Итак, мы дошли до станции Арк де Триумф, где указано, какие поезда ее проходят, R1, R3, R4 и так далее, и спустились в метро. После чего стали искать указатели и турникет с обозначением пригородной электрички, буква R в оранжевом квадрате. Также вы увидите табло с расписанием поездов разных линий. Чтобы вернуться обратно в Калелью, нам нужна линия поездов R1 и RJ1, та же, по которой мы ехали в Барселону, только в обратном направлении. Соответственно, конечные остановки у данных поездов будут другими. А как вы помните, в расписании пишутся именно конечные станции у поезда. Поэтому здесь нужно запомнить, что нам подходит 3 варианта конечных остановок у поезда R1 и RJ1. Это Калелья, Бланус и Маканет-Масанес, которые и будут писаться возле буквы R1 в расписании поездов. Можно садиться в любой из них, и вы доедете до Калельи. Пройдя через нужный турникет со знаком поезда, мы идем по указателям и спускаемся на платформу с нужным номером колеи, которая также будет указана в расписании на табло возле конечной станции поезда. На самой платформе вы также увидите табло, где будет показано, какой поезд сейчас приходит, через сколько минут и какие остановки он проезжает. Кстати, учитывайте тот момент, что вечером поезда часто переполнены и, возможно, придется ехать стоя, а также интервал их движения может быть увеличен, поэтому лучше заранее смотреть на сайте расписание и стараться прийти вовремя на станцию, поскольку один раз, опоздав на поезд, пришлось полчаса ждать нужного. И еще один важный момент. Вы можете увидеть поезд R1 с конечной остановкой Матаро или Аренс-де-Мар. Но на них вы не доедете до Калельи, поскольку конечные станции Матаро и Аренс-де-Мар расположены на несколько остановок раньше станции Калельи, до которой они просто не доезжают. Так что нужно быть внимательными и запомнить 3 конечные станции, которые нам подходят, чтобы доехать до Калельи.
Дождавшись своего поезда с нужным номером и конечной станции, можно смело в него садиться. Внутри поезда вы снова увидите экранчик, где будет писаться и объявляться следующие остановки, которые делает поезд. После того, как объявили остановку Калелья, мы вышли и стали следовать надписи Сартида, чтобы выйти из платформы. Так и закончился наш первый день в Барселоне, где фактически было потрачено 10 евро на карту проезда из пригорода в Барселону и обратно. Вечером мы решили прогуляться по Калелье и нашли недорогое кафе Чампанильо, где попробовали сангрию за 9,5 евро за литр. Она, кстати, бывает нескольких видов. Мы пробовали на красном вине и остались довольны. Это кафе расположено в 500 метрах от станции Калелья. Кстати, данная сеть кафе есть и в Барселоне, недалеко от площади Каталония, так что при желании можно попробовать сангрию именно там. Также здесь недорого можно покушать. Однако, поскольку у нас были включены завтраки и ужины, нам этого вполне хватало, поэтому в кафе мы не кушали. Но дальше я покажу, какие еще недорогие кафе нам попадались. На второй день я посетила следующие достопримечательности: Театр Колизеум с проспектом Грасия, Каса Аматлиер, Дом Бальо, Дом Мила, проспект Диагональ с его красивыми зданиями и интересной архитектурой, Храм Святого Семейства, башню Акбар, Дом Висенс и парк Гуэль. Мой путь начался с площади Каталония, куда я снова приехала на пригородном поезде. От нее до главных творений архитектора Гауди идти всего 800 метров. Первое, что мы увидим, это театр с красивой архитектурой, недалеко от которого, кстати, расположены краники с водой. А дальше начнется прогулка по проспекту Грасия, которая приведет нас к дому Аматлиер и Бальо. По пути вам также будут встречаться симпатичные здания с красивой архитектурой, которые можно будет не спеша рассмотреть. В дом Аматлиер можно зайти и бесплатно осмотреть первый этаж. Если пройти дальше, там вы увидите также и бесплатный туалет. Цена входного билета составляет 17 евро. Его можно купить онлайн на официальном сайте. Цена входного билета в Дом Бальо составляет 35 евро, который также можно заранее купить на официальном сайте, выбрав при этом дату и время. Раз в год здесь, кстати, бесплатно вечером проводят лазерное шоу, очень красивое, поэтому следите за информацией на официальном сайте, если хотите на него попасть. Чтобы зайти в Дом Мила, можно также заранее на официальном сайте купить билет за 25 евро, либо бесплатно насладиться внешним фасадом здания. Пройдя Дом Мила, мы попадаем на проспект Диагональ, где сосредоточено большое количество зданий с необычной архитектурой. Прогулявшись по данной улице, можно выйти к храму Святого Семейства, который еще называют Саграда Фамилия. Цена входного билета составляет 26 евро, который также можно приобрести на официальном сайте. Часы работы храма каждый день с 9 утра и до 8 вечера, в воскресенье с 10:30 утра. После осмотра храма, при желании поближе посмотреть на башню Акбар, до нее можно дойти за 15 минут. По пути вам встретится недорогое кафе «Бар Каса Фалкон Дегустасьон», где при желании можно перекусить. Ну а дальше, чтобы продолжить осмотр следующих достопримечательностей, нужно воспользоваться метро. Рядом с башней Акбар расположена станция метро Глориас у красной ветки метро Эле-1. Следующая достопримечательность на очереди – это дом Висенс, возле которого находится станция метро Фонтана у зеленой ветки метро Эле-3. Чтобы сюда доехать, нужно сначала на станции Глориас сесть на поезд красной ветки Эле-1 с конечной остановкой Хоспитал де Белвиже и доехать до станции Каталунья. Для этого мы спускаемся по стрелке к нужной платформе, где увидим на стене название станции, в которой мы находимся, и табло с временем, через сколько минут придет нужный поезд. Также на стене вы снова увидите путь из остановок, чтобы проверить себя, правильно ли вы пришли.
Дальше нужно зайти в поезд и ехать до станции Каталунья. После чего, следуя указателям, перейти на зеленую ветку метро L3, которая проходит данную станцию, и, сев в поезд с конечным направлением Тринитат-Нова, доехать до станции Фонтана, возле которой и расположен дом Винсенс, очередное творение Гауди. Снова сев в поезд, вы доезжаете до станции Фонтана и дальше, следуя указателям и надписям Сортида, выходите из подземки. При этом предварительно поднявшись несколько раз на эскалаторе. Ну а дальше, пройдя через стеклянные двери, вы попадаете на улицу. Касса Винсенс находится в 300 метрах от станции Фонтана. Чтобы попасть внутрь дома, можно купить билет онлайн на официальном сайте за 18 евро, выбрав предварительно дату и время. А дальше от него можно пешком прогуляться до парка Гуэль. Для того, чтобы посетить парк Гуэль без очереди, нужно заранее купить онлайн-билет на официальном сайте за 10 евро. При его покупке выбирается дата и время, в которое вы планируете посетить парк. Можно прийти и раньше, но не позже получаса после выбранного вами времени, поскольку дальше билет уже не действителен. В парке Гуэль есть как бесплатная зона, так и платная, билет на которую и был куплен. И сразу скажу, что именно бесплатная часть особого интереса не вызывает. А вот платная, хоть данная зона и небольшая, но там действительно есть на что посмотреть. И получаются очень красивые фотографии. Поэтому лично я рекомендую ее к посещению. Тем более, что цена вполне доступная. Парк Гуэль имеет 3 входа. Главный вход с улицы Каррер-Долет. Другие входы находятся на Карретера дель Кармел и Пассаджо де Сан-Джозеппе де ла Монтанья. На билете, который придет по электронной почте, будет нарисована схема парка с его входами. Я заходила со входа Каррер-Долет, который можно ввести в навигаторе Maps.me, и он вас к нему проведет. Дойдя до платной монументальной зоны, в которую был куплен билет, вы увидите краник, где можно набрать воду. И первую главную достопримечательность парка – самую длинную скамейку в мире, спроектированную архитектором Гауди по строению тела, чтобы сделать ее еще и самой удобной. Также в парке вы увидите гипостильный зал и знаменитые пряничные дома Гауди. Спустившись по лестнице дракона, вы обнаружите мозаичную саламандру, с которой любят фотографироваться туристы. Внизу возле лестницы есть бесплатный туалет. Еще в парке находится дом-музей Антонио Гауди, вход в который стоит 7,5 евро. После осмотра достопримечательностей парка Гуэль я направилась к станции метро Лесепс, до которой идти минут 10 от парка. Это зеленая ветка метро L3. Чтобы до нее дойти, нужно следовать указателям, которые расположены по дороге следования. Они вас и приведут к данной станции метро. После чего нужно будет в нее зайти и, следуя стрелке с зеленой веткой метро L3, повернуть направо. И, спустившись по лестнице, повернуть налево, пройдя через турникет по карточке метро. А дальше, следуя указателям с конечной станции метро «Зона Университария» у зеленой ветки L3, повернуть направо и спуститься по эскалатору непосредственно к данной платформе. Нам нужно именно это конечное направление, поскольку ехать необходимо со станции Лесепс до станции Каталунья, которую как раз и будет проезжать поезд с конечным направлением «Зона Университария». Зайдя в поезд и доехав до станции Каталунья, нам нужно будет следовать указателям пригородных поездов Ренфе, буква «Р» в оранжевом квадрате и, идя по стрелке с данным указателем, перейти до железнодорожной станции Пласа де Каталунья, откуда и отправляются нужные нам поезда R1 до Калельи. Идти там придется немало, до 10 минут. Дойдя до турникетов со стеклянными дверьми, мы проходим через них, выходя тем самым из метро. И дальше, следуя все тем же указателям ЖД-поездов буква «Р» в оранжевом квадрате, доходим до турникетов с пригородными электричками Ренфе. После чего, пройдя их по другой карте проезда, спускаемся к платформе на поезд, предварительно посмотрев расписание с нашим номером поезда R1. Стоя на платформе, мы снова видим экранчик с расписанием разных номеров поездов и ждем нашего. Итого за этот день было потрачено 10 евро за билет в парк Гуэль и 10 евро за проездной билет в метро Те Фамильяр на 8 поездок. На третий день можно осмотреть следующие достопримечательности: Камп Ноу, стадион футбольного клуба Барселоны, площадь Испании, торговый центр Аренас,
фонтан Монжуик, испанскую деревню, Национальный музей искусства Каталонии, дворец спорта Сен-Жорди, телебашню Монжуик, площадь Европы, Олимпийский стадион и крепость Монжуик. Чтобы попасть в музей футбольного клуба Барселоны, нужно купить билет либо онлайн на официальном сайте за 28 евро, либо непосредственно на кассе внутри клуба. А вот чтобы сюда добраться, сначала нужно сесть в пригородную электричку Ренфе на станции Калелья и доехать до главного ЖД вокзала Барселоны Санс. Здесь на станции есть бесплатный туалет, которым при желании можно воспользоваться. После того, как вы выйдете из станции Барселона Санс, можно проложить маршрут в навигаторе Maps.me, и вы сможете за 25 минут дойти до Камп Ноу. Сюда можно доехать и на метро. В таком случае, не выходя из ЖД вокзала Барселоны, нужно перейти на станцию метро Санс-Эстасия, следуя указателям и стрелочкам со знаком метро, буква М в красном квадрате, и дальше спуститься к платформе зеленой ветки метро Эля-3 с конечным направлением поезда «Зона Университария», и, сев в поезд, доехать до станции Палау-Рояле, откуда потом минут 10 нужно идти до Камп Ноу. Данный стадион родственники посещали еще в наш первый с ними приезд в Барселону. Конечно, он больше будет интересен мужской аудитории. Если посещение стадиона не планируется, то со станции Санс-Эстасия можно сразу прогуляться до площади Испании за 15 минут, либо же доехать с этой станции на зеленой ветке метро Эля-3 до станции Эспанья с конечным направлением поезда Тринидад-Нова. После того, как вы доедете до площади Испания, у вас будет выбор – прогуляться от нее пешком до крепости Монжуик, не спеша разглядывая все достопримечательности, которые будут попадаться по пути, либо же на площади Испания сесть в автобус 150 и доехать бесплатно до крепости Монжуик или других достопримечательностей, которые автобус проезжает, не доезжая до крепости. Поскольку, как я ранее уже рассказывала, потратив одну поездку на метро, у вас есть час, чтобы воспользоваться пересадкой на другой вид транспорта, уже бесплатно. Как вариант, можно сначала прогуляться по площади Испания и, дойдя до Национального музея искусства Каталонии, сесть на тот же 150-й автобус, но уже на другой остановке, которая неподалеку, и доехать бесплатно до крепости Монжуик, с условием, что вы успеете это сделать в течение часа. Я же решила насладиться прогулкой, чтобы не спеша все осмотреть и не ограничиваться временем, в течение которого, возможно, это бесплатная пересадка. Жаль, что фонтаны не работали, однако в любом случае вид там открывается очень красивый, в особенности с горы Монжуик. Но пешком идти там достаточно долго, так что учитывайте свою физическую подготовку и силы. Кто хочет посетить испанскую деревню, можно купить билет онлайн за 9 евро на официальном сайте. Часы работы деревни каждый день с 10 утра и до 12 ночи, и только в понедельник до 8 вечера. По пути следования на гору Монжуик вам будут попадаться автобусные остановки, где проезжают 150-е автобусы, поэтому если вы устанете, в любой момент сможете сесть на одной из них и доехать до крепости. При этом, если ваш час для пересадки прошел, то с картой отнимется дополнительная поездка при ее валидации. Кстати, по пути на гору и крепость Монжуик мне встретился снова краник с питьевой водой. Чтобы попасть в крепость, нужно купить билет либо онлайн на официальном сайте за 9 евро, либо в кассе уже на месте. Часы работы крепости Монжуик каждый день с 10 утра и до 8 вечера. Прогулявшись по горе Монжуик, я направилась к станции метро Параллел. Это зеленая ветка Эля-3. Идти до нее от крепости минут 25. И, сев в поезд с конечным направлением Тринидад-Нова, доехала до станции Каталунья, после чего перешла на платформу с пригородными поездами и добралась до Калельи. Если вы не хотите идти пешком, то с остановки, расположенной недалеко от крепости, можно на 150-м автобусе доехать обратно до площади Испания, а там, сев в поезд на ту же ветку метро Эля-3, доехать до станции Каталунья с конечным направлением поезда Тринидад-Нова. Итого, за этот день были истрачены 2 поездки на метро с проездной карты, это чуть больше 2 евро. На 4-й день можно посетить гору Тибидаба и храм Святого Сердца.
Самый простой вариант туда добраться – это доехать на все том же поезде Р1 со станции Калелья до станции Площадь Каталония и, выйдя из подземки, дойти до остановки автобуса Тибибус с номером Т2А, который отправляется от площади Каталония у входа в магазин Дизигуал. Цена билета в одну сторону составляет 3 евро, но учтите момент, что эти автобусы курсируют с 10 утра и до закрытия парка аттракционов на горе Тибидаба. Это либо 19:00 или 22:00, в зависимости от времени года. Так что смотрите эту информацию отдельно на официальном сайте. Вход в храм Святого Сердца бесплатный. Итого траты за этот день составили 6 евро. Ну и на 5-й день можно посетить парк развлечений Порт-Авентура. Чтобы туда попасть, нужно, во-первых, приобрести билет либо онлайн на официальном сайте, либо в парке на кассе. При этом придется отстоять очередь. А во-вторых, нужно будет добраться до Порт-Авентура на региональном поезде. Однако есть вариант более выгодный. Чтобы сэкономить и проезд оказался фактически бесплатным, а также не стоять в очереди на кассу, самое выгодное – это купить комбинированный билет Порт-Авентура Парк за 54 евро, который включает в себя сразу 2 билета. Один за проезд в региональном поезде Родалис туда и обратно, и второй – непосредственно вход в парк с аттракционами. Данный билет можно купить онлайн на официальном сайте компании Renfe, выбрав направление Порт-Авентура, дату и заполнив при этом свои личные данные. Либо же его можно купить в автомате или в кассе на станции железной дороги Родалис. При покупке билета в автомате нужно выбрать графу «Bitllet Комбинат» и далее именно белую графу с названием Порт-Авентура General, поскольку Порт-Авентура Редусида – это для детей или пенсионеров, где цена снижена. А вот сиреневая графа с названием Порт-Авентура необходима, если у вас куплен билет онлайн через сайт. При вводе кода его таким образом можно распечатать. Если же вы купили комбинированный билет в автомате, то вам автомат выдает проездной и ваучер, который впоследствии у входа в парк в отдельной кассе нужно будет обменять на сам билет. До Порт-Авентура ходят 2 линии региональных поездов – Р-16 и Р-17. Я бы рекомендовала именно Р-17, поскольку у данного поезда конечная станция как раз Салоу Порт-Авентура, от которой идти минут 10 до самого парка. А у линии Р-16 это будет не конечная остановка, поэтому невнимательные могут ее проехать. Обязательно заранее смотрите расписание поезда на официальном сайте Renfe, поскольку ходит он раз в 4 часа. Сесть в эти 2 поезда можно на 3 станциях в Барселоне. Первая – Барселона Эстасио де Франса, вторая – Барселона Пасседж де Грасия и третья – Барселона Санс, с которой мы и ехали 1,5 часа до парка. Доехав до конечной станции, выходите из поезда и дальше с навигатором Maps.me идете пешком 10 минут до самого парка аттракционов. Кстати, для Порт-Авентура есть еще дополнительные билеты, так называемые экспресс-билеты, позволяющие пройти к аттракционам парка без очереди. Они приобретаются отдельно уже в самом парке с 9 утра и до 12 дня. Есть вариант билета за 41 евро, с которым можно пройти без очереди на все аттракционы без ограничений. И второй вариант экспресс-билета за 20 евро, который дает право на посещение без очереди по одному разу всего несколько аттракционов, указанных в билете. И по правде сказать, порой эта дополнительная покупка очень даже актуальна, особенно в сезон посещения парка. Поскольку мы в свое время, когда посещали данный парк, успели прокатиться всего на 2 аттракционах, так как стояли в очереди на каждый по 2-3 часа. А поскольку Порт-Авентура имеет 6 тематических зон – Средиземноморье, Дикий Запад, Мексика, Китай, Полинезия и улица Сезам, по которым хочется также прогуляться, то физически просто не успеваешь везде прокатиться, так как парк не маленький. По этой же причине я бы лично не рекомендовала совмещать посещение Феррари-Ленд и Порт-Авентура, поскольку времени на все не хватит. Самая страшная горка – это Шамбала, белая, а после нее уже идет красная Драгон Хан, мертвая петля, как ее еще называют. Если вы начнете с Шамбалы, то мертвая петля покажется уже и не такой страшной, поскольку крепления на данной горке более прочные, чем на Шамбале, где фактически крепление только внизу, а корпус тела свободный. На этих горках, как правило, самые длинные очереди. Итого, траты за этот день составили 54 евро и 25 центов.
Вся необходимая информация со всеми официальными сайтами, которые я давала в видео, будет в текстовом документе «Инструкция Барселоны», где также я дам список названий всех достопримечательностей, станций и кафе для бесплатного навигатора Maps.me, чтобы вы легко могли их найти. Если мое видео вам понравилось и оказалось полезным, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующие видеообзоры с инструкцией к путешествию.